Привет, я Dreamway. В этом видео разберем, как работать с VRC Raycast. От простой до продвинутой настройки на примере хвоста. Для начала давайте убедимся, что установлена версия VRChat SDK не ниже 3.10.3 и на объекте, который будет взаимодействовать с миром, настроен VRC Fizbon. Мне нравится, когда все на своих местах, поэтому создадим пустой объект, в котором будет храниться все, что связано с Raycast. И внутри него отдельный объект для хвоста. По желанию можно настроить переключатель с помощью VRC Fury, чтобы можно было в любой момент включить или выключить Raycast. Настрою, чтобы он был включен по умолчанию и сохранял свое состояние при смене мира. Можно было бы добавить компонент Raycast прямо на этот объект, но для того, чтобы потом было проще перейти на продвинутую версию с несколькими Raycast'ами, я создам дополнительный объект. Он будет отвечать за столкновение хвоста со стеной. Добавим на него компонент VRC Raycast. Если линия луча не видна, проверьте, включены ли гизмос. Перед тем, как мы рассмотрим подробно настройки компонента, вкратце расскажу теорию. Многие путают Raycast и Ray Tracing, но первое отвечает за физическое взаимодействие, а второе за освещение. Raycast – это луч, который ищет точку пересечения с коллайдером, например, со стеной или полом, и возвращает дистанцию до этого коллайдера, которую мы можем использовать для перемещения других объектов или в анимациях через параметры. В компоненте мы можем настроить направление луча. В данном случае нам нужно, чтобы он определял стену сзади аватара, поэтому направим его назад. Дистанция – это максимальная дальность луча, сделаем ее с небольшим запасом. Применение масштаба. Если включено, то длина луча будет изменяться в соответствии с масштабом остальных объектов и аватара. Режим столкновений. Здесь можно выбрать, на что луч будет реагировать. На мир, на игроков, на мир и игроков. Или указать из списка вручную. Мы будем использовать столкновение только с миром. Теперь переходим к самому интересному. Что должно произойти, когда луч столкнется с чем-то? Так как динамические кости реагируют только на Fizbon коллайдер, нужно перемещать его в точку столкновения. Давайте создадим такой коллайдер. Выберем тип плоскость и повернем его так, чтобы он стал стеной. Вернемся к настройкам Raycast и добавим только что созданный коллайдер в поле Result Transform. Теперь при пересечении луча с миром коллайдер для Fizbon передвинется в ту же точку. Также отметим следующую галочку, чтобы коллайдер поворачивался в том же направлении, в котором будет повернута стена в мире. В появившихся полях нам нужно указать, какая ось будет совмещена с поверхностью. В данном случае это ось Z. Теперь нужно настроить, что должно происходить, когда луч ни с чем не пересекается. Ничего не делать, привязать к началу или к концу. Выбираем «Привязать к концу». Если вы хотите использовать значение в аниматоре, добавьте имя параметра, чтобы получить данные о столкновении. Но в данном уроке мы это использовать не будем. Теперь немного поднимем луч на уровень хвоста, чтобы он не взаимодействовал с полом и низкими объектами. Почти все готово. Осталось добавить Fizbon коллайдер в список коллайдеров для хвоста. И создать импровизированную стену. Подойдет любой объект, на котором есть обычный коллайдер Unity. Можно тестировать. Отлично, хвост реагирует на стену, но, к сожалению, проходит сквозь пол. Также хвост странно себя ведет в первую секунду после запуска сцены. Давайте это исправим. Начнем со странностей. Это происходит потому, что Fizbon коллайдер изначально находится в центре аватара, и только через некоторое время он окажется в конце луча. Если его сразу переместить в конец, то проблема уйдет. Для этого смотрим его направление и длину луча. В нашем случае это Z-1 и 3. Значит, нужно переместить объект по Z на минус 3. Теперь займемся полом. Для этого создадим новый объект. Добавим на него Raycast, но настроим немного иначе. Нужно, чтобы луч смотрел вниз. Переместим его к изгибу хвоста, так как он самый близкий к полу, и поднимем до высоты основания хвоста. Теперь нам будет проще настроить длину луча.
Думаю, 2 будет достаточно. Применим масштаб. Столкновение только с миром. Создадим новый объект и добавим на него Fishbone Collider с типом плоскость. Сдвинем на длину луча y-2, вернемся к рейкасту, добавим в него созданный коллайдер, но на этот раз не будем отмечать галочкой «Применять поворот», так как пол может быть с мелкими неровностями, и из-за этого коллайдер может поворачиваться слишком часто, и это будет смотреться плохо. Поведение при промахе привязать к концу. И не забыть добавить коллайдер Fishbone хвоста. Работает, но конфликтует с рейкастом стены. Сейчас покажу, как это исправить, и заодно сделать более продвинутую настройку. Чтобы исправить конфликт рейкаста стены и пола, нам необходимо сдвигать по высоте рейкаст стены, когда хвост поднимается. Для этого воспользуемся VRC Position Constraint. Нам нужно добавить источник, за которым будет передвигаться рейкаст. В моем случае я использую кость, которая находится немного выше изгиба, чтобы рейкаст стены всегда был выше пола. Дальше необходимо настроить оси, которым будет применено копирование позиции. Нам нужно, чтобы луч двигался только по оси X и Y, а по Z оставался на своем месте. Для этого снимем галочку с Z. Теперь применяем перемещение, нажав на Zero. Это переместит луч по оси X и Y в позицию выбранной кости. Проверим, что проблема исчезла. Можно пойти дальше и сделать поведение хвоста еще более реалистичным. Сейчас я добавлю новый объект и покажу проблему. Луч не учитывает положение хвоста, поэтому он ведет себя неестественно на неровных поверхностях. Исправим это тем же способом, что и рейкаст стены. Добавляем VRC Position Constraint и устанавливаем в источнике самую близкую к полу кость. В настройках снимаем галочку с оси Y, которая отвечает за вертикальное перемещение. Нажимаем Zero, проверяем. На этом все. Если есть вопросы или предложения, оставляйте их в комментариях. С вами был Dreamway. Увидимся в ваших грезах.